Привет, это канал GoFingerStyle, меня зовут Максим Ярушкин. Давайте сегодня поговорим про ошибки самоучек. Поехали! Худшее, с чем я встречался в своей преподавательской практике, это синдром Хендрикса. То есть это когда человек говорит: Джимми Хендрикс, он вообще нот не знал, и смотри, кем он стал. Чувак, ты не Джимми Хендрикс. Надо понять это сразу. Даже ему не давалось все просто по щелчку, потому что он талант. Эта формула 99% труда и 1% таланта, она справедлива для всех. И не забывайте, что это у нас как бы пропорции, то есть это не абсолютная величина. Поэтому чем больше у вас таланта, тем больше вам придется трудиться. Тем более такая позиция, типа Хендрикс ничего не учил, я не буду. Она, конечно, обленяет, мозг не хочет чему-то новому учиться. Так что это такая штука, с которой нужно распрощаться. Чем больше вы чувствуете все таланты, тем больше вкладывайте труда в него. Самая главная и критическая ошибка самоучек – это напряжение в руках, соответственно, оно передается и в музыку. И это напряжение вызвано неправильной постановкой рук, чаще правой, чем левой. Быстро побегусь по критическим точкам. Во-первых, это посадка. Быстрый тест. Если вы левой рукой не держите гриф и гитара падает, то что-то не так. Второй момент. Постановка правой руки. Опираемся в эту точку гитары ниже локтя, вот где у меня заканчивается пиджак, где-то в этом месте. И расслабляем ее. Пальцы должны висеть над струнами, а не где-то там ближе к полу. При этом расслабляем руку полностью, то есть плечо у вас тоже не должно напрягаться. С левой рукой, конечно, это любимая позиция АМДМЕ, когда мы ладонь прижимаем к грифу, тогда у вас большой палец торчит из-за грифа, и дальше неизбежны технические сложности. Тут на помощь приходит позиция рук классического гитариста. Если коротко, то мы грифа касаемся только подушечками пальцев. Здесь сверху подушечками пальцев, и с другой стороны тоже большим пальцем касаемся только подушечек. Многие самоучки игнорируют эти базовые моменты и просто совсем никак не хотят переучиваться, думают, что дальше какой-то откроется им секретный секрет, который раскроет их музыкальность, но нет, фундаментальные вещи все-таки нужно делать правильно, и тогда они дадут вам возможность расти. Следующий пункт – это само слово «самоучка». Что это значит? Что вы учитесь сам, но учитесь. То есть без преподавателя, но учитесь. Вам нужно выбрать ресурс, как вы будете обучаться. То есть сам это не значит, что вы в вакууме, да, вот вас в комнату кинули с гитарой и сказали: давай. У вас должен быть какой-то ресурс, например, книга «Самоучитель» или видеошкола, видеокурс. Потому что многие говорят: я самоучка, и все, и такой карт-бланш на то, чтобы ничего не делать, никак не прогрессировать. Важно, чтобы это был какой-то конкретный обучающий ресурс, где есть первый, второй, третий, пятый, 10 шаг. Зачем это нужно? Если у вас есть карта пути, то вы можете из точки А в точку Б дойти и увидеть, что вы были вот на таком уровне, а теперь вы спрогрессировали. Если же вы обучаетесь просто в YouTube, то вы будете топтаться на одном месте просто потому, что вы не поймете даже, вы как-то улучшили свою игру или нет. А если же вы начали с первого урока и дошли до 21-го, то вы видите свой путь, и что да, я вот теперь могу играть то, что в 21-м уроке. Не забывайте отслеживать свой рост. Часто самоучки пропускают этот момент, потому что нету взгляда со стороны человека, который бы сказал: чувак, да, ты молодец, у тебя было так, стало так, или кто бы сказал: что-то, по-моему, ты дома не занимаешься совсем. Это важно как и для самоучек, которые принижают свои достоинства и говорят, что куда мне, куда, так и для тех, кто переоценивает свои способности. Если вы самоучка и у вас нет преподавателя, то самый простой способ посмотреть со стороны на себя – это записать себе на видео. В любой момент открываете видео, как вы играли 2 месяца назад и как вы играли, например, неделю назад. Может, даже одно и то же произведение. И тогда в любой момент вы можете оценить: вот да, я играл так, теперь я вот вырос. Или наоборот, что типа я, еще хуже стал играть. Друзья, это было всего лишь мое мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Возможно, вы самоучка и какие-то ошибки вам показались бредовыми, или вы узнали какие-то свои ошибки, которые вы сейчас прорабатываете или уже перескочили и растете дальше. В любом случае, мне будет интересно почитать. И спасибо вам, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, если вам оно понравилось. Подпишитесь на мой канал GoFingerStyle. Увидимся с вами через неделю, в следующий четверг. Пока!